Ребята, всем привет! Вот. Прислали мне тут на обзор цифровой микроскоп Andon Star 407 Pro. Вот. Сегодня сделаем с вами, наверное, обзор, распаковочку, поглядим, что он умеет. Вот. То есть, как бы, вот такая вот игрушка. У меня раньше был наподобие, типа, этот микроскоп, я его там кому-то задарил даже, ну, простой вообще какой-то, дешевый-дешевый. Вот. С этого зверя вот в руках еще не держал. Сейчас с вами распакуем, соберем, посмотрим, что он умеет. Вот. Ну и дальше тогда сделать свои выводы сами об этом приборе. Ну, вообще, вроде как народ пишет, что как бы такой годная штука. Я просто, ну, по той причине отдал, когда у меня первый микроскоп я свой собирал, видос у меня был. Вот, я сначала купил простой для работы, но поскольку он был дешевый, и мне даже, в принципе, не качество картинки или еще что-то, мне, почему я вот, ну, лейки, до этого у меня китайцы, два он уже, да, я не могу себя никак заставить именно работать под ним. Вот такие вещи я позиционирую, как вот хорошо под ними там дефектовать, что-нибудь там, не знаю. Ну, это, конечно, может дело привычки каждого, но я просто не могу, в принципе, ни под каким там таким микроскопом вот, ну, смотреть в экран, да, абстрактно и паять. У меня как бы, не знаю, моторик все время отвлекаюсь, мне очень неудобно сосредоточиться. Мне проще смотреть именно вот в окуляры и под ними уже паять. Вот. А так вообще, то есть, как бы в плане дефектовки, там, осматривать платы, ну, как бы, очень хорошо. Хотя я знаю людей, многие, как бы, паяют нормально, все без проблем. Вот. Ладно, ребят, давайте приступим к распаковке. Будет интересно. Погнали. Так, ребят, у меня тут, блин, в гараже полный бедлам. Я тут еще попутно уже к участку собирал там трубостойку, щиток электрический для ввода электричества. Так что особо внимания не обращайте, мой бардешник. Еще плюс сейчас от машины колеса. Короче, в гараже как атомная война прошлась. Но времени пока на разборке не хватает. Короче, приходит он вот в такой коробке. Упаковано, в принципе, все очень даже цивильно. Начинаем его открывать. Так, что у нас? Вот у нас юзерс мануал идет. Потом вот такая вот все в этой мягкой штучке. Собственно, сам монитор и микроскоп. Откладываем в сторону. Смотрим, что у нас тут еще есть. Пульт. Крутилки, барашки. Это все сейчас будем разбираться. Я сам вот при вас первый раз его раскрываю. Сейчас будем смотреть, что тут у нас есть и что он умеет. Так, открываем пульты все. Так, вот так занимается карманчик этот. То есть, в принципе, его, если что, хранить там, перевозить очень удобно будет. Вот. Так, ребят, короче, это в сторону откладываем. Так, у нас в комплекте тут также идет вот штанга. Это вот штука, наверное, кронштейн ИОшный для крепления. Какая комплектация-то? Нормальная вообще. Вот, идет такой увесистый алюминиевый столик, походу, с черненого алюминия. Да. Вот какая-то у нас конструкция. Это для подсветки, скорее всего. И, в принципе, наверное, все. В коробке больше ничего нет. Вот. Ну что, попробуем. Что, мы же русские люди, да? Нам инструкция-то, когда уже все сломаем, только нужно. Ну, тут все просто. Берем, вкручиваем, короче. У нас светодиодная подсветка. А тут у нас резьба есть. Вкручиваем нашу стойку. Стойку вкрутили. Потом у нас что? У нас, кстати, вот такое удобное это. Можно подстраивать не этой, регулировать высоту. Убиваем это дело. Даже, наверное, вот так проще. Нет, так неудобно будет регулировать. Вот, наверное, так. Что так не очень удобно. Короче, кому как больше нравится. Вот так сделаем. Так, это мы зафиксировали штатив. Распаковываем сам микроскоп. Убираем пленочку.
линза у нас закрыта защитным стеклом. Это тоже очень важный момент. Вот тут у нас она может регулироваться. Так, я так понимаю, у нас монитор вот так переворачивается. Все разъемы сзади. Можно вывести по HDMI. Type-C вот есть. Я не знаю, это что, зарядка или что. У нас, наверное... Так, вот тут эти гаечки с такими вот резиновые, голубые эти. Нашлепочки, чтобы не царапать. И плотный прижим был. Убираем. Я думаю, надо вот до упора поставить. Потому что... Давайте глянем инструкцию, что пишет по этому поводу. Ну да, в инструкции он тоже вот нарисован, в принципе, до упора вставлен. Потому что вот за эту штуку можно фокусное это расстояние. Так, вот поджимаем. Поджимаем. Тут у нас чего? Это у нас регулировка включения питания и регулировка подсветки яркости. Это у нас идет в блок питания. Это у нас, я так понимаю, идет. Вот тут я видел разъемчик. Да, это у нас питание подсветки. Это у нас идет через Type-C питание самого микроскопа. И у нас мини HDMI кабель есть. Мы его пока, наверное, не будем подключать никуда. Хотя можно также, вот, где у меня микроскоп подключен, туда он его для записи с этой. Ну, хотя с OBS, наверное, нет, там так не получится, там по USB она. Так, все, у нас, в принципе, включаем. Это у нас зажимы. Фиксировать плату можно сделать с зажимами. Но я, наверное, эту опцию не буду сейчас воспользоваться. Потому что смысла не вижу. Хотя, вот, ну, как, чтобы она не двигалась. И запасные вот барашки еще идут. Один побольше, один поменьше. Сейчас посмотрим инструкции, для чего они нужны. Потом, что у нас еще? Блок питания. Нет, я где-то видел. Был же, по-моему. Вот он, да. Блок питания у нас есть. Включаем его в розетку. И посмотрим, что у нас тут будет. Мы включили. У нас включилась сразу подсветка. Так. Отклеиваем нашу. Блин, а тут две пленки. Можно одну, наверное. Да нет, для обзора, наверное, чтобы качество картинки. Я их все отклею и покажу. Отклею их вот на инструкцию. Так. Как-то вот так вот. Так, ребят, смотрите, короче, вот так у нас это все выглядит. Положили мы платку. Это у нас однократное увеличение. Вот. Сама камера может позволяет, то есть вот 1.3, 1.8 увеличивает, то есть максимум до 3. Вот, но я так понял, тут с пультика можно до 270 как-то увеличение делать. Пока батареек нет, я потом вставлю, подсниму еще. Вот, то есть вот так вот максимальное увеличение самого микроскопа. То есть вот так вот выглядит на его экранчике. Картинка четкая, то есть все нормально. Единственное, конечно, уже когда поработаешь с поляризационным фильтром, полярика прям не хватает. Но в целом, вот, пожалуйста, А1050А. Контрансевер микросхема. Вот. То есть паять я вот тут уже чуть-чуть попробовал. Берем наш припой. Ой, припой паяльник. И пробуем. Ну, как бы вот так вот. Руки дрожат, потому что я так не привык смотреть в экран, не глядя, что ты делаешь на плате. Это нужно, наверное, постоянно паять, чтобы была привычка. Но мне так неудобно. Вот, соответственно,
Вот в плане дефектовки, кстати, очень удобно, что вот на мониторе я вот сейчас подключил HDMI кабель, переключился, и по HDMI кабелю на монитор выводится эта картинка. На большом экране, кстати, очень, ну, удобно. И еще что хорошо, то есть вот эта подсветка на, ну, регулируется очень так нормально. Можно вот сделать под разным углом наиболее оптимальную, короче, картинку. Эти штучки такие, кстати, вот они у меня включенные, наверное, уже минут 15. Довольно-таки эти поднагрелись. Вот. Вот так. Фокусное расстояние тоже порядка, наверное, 12 сантиметров. Ну. И, в принципе, что еще удобно, у меня вот на старом, то есть вот фокус постоянно сбивался. Тут, будем объективны, сейчас я сделаю. Опять единичное увеличение, да? Вот смотрите, я буду сейчас плавно поднимать плату. Вот, начал расплываться, это где-то 7 миллиметров. 6-7 миллиметров я поднял. Опускаем. То есть у нас диапазон фокусировки, в принципе, вот раз настроили, и в плане, если не очень так что-то серьезно рассматривать, при большом увеличении, довольно, в принципе, удобно для дефектовки. Вот. То есть, как бы, я его, наверное, буду использовать больше, чтобы постоянно не лупиться, именно в плане дефектовки. Первичный осмотр, там, входной, да, платный ремонт. Очень, как бы, довольно удобненько, быстро раз пробежался. В этом плане очень даже хорошо. Вот просто смотреть через него прям приятно, картинка, все. Опять же, ну, работать это мне неприятно, а возможно кому-то, если будет информация полезная, там, если приобретете, ну, это просто дело привычки. Я просто не знаю, мне вот тут маленький, когда был до этого, мне не очень понравился вот именно сам процесс вот смотреть в картинку, да, и не видеть, что ты делаешь паяльником. Мне проще, то есть, как бы работать непосредственно с платой и смотреть в оптические эти окуляры. То есть более мелкая моторика рук позволяет отрабатывать. Тут все-таки так точно, мне кажется, не увидишь. Но вот в плане дефектовки, опять же, что-нибудь, какой-нибудь видосик подзаснять там, да, какой-нибудь короткий, вставочку, что там делаешь, очень даже ничего. Плюс, опять же, получается у вас сразу и микроскоп, и камера. Изначально из коробки, там сверху. Вот, сверху подключаются эти, ну, Type-C. Ой, этот HDMI, Type-C питание. И у нас есть разъем под SD карточку. То есть можно сразу. Причем микроскоп вот налажен, можно, ну, двигать. Монитор двигается без проблем. Ну и соответственно постоянно, если фокус быстро там, чтобы не крутить, можно, то есть как бы, да, подвигали вот этой вот штучкой, как вот хромольерой получается, можно подстроить. Вот, столик очень удобный, в принципе, для фиксации платы, ну, можно попробовать, чтобы она, но тогда неудобно будет, соответственно, ее двигать. Обычно вот для дефектовки положил и погнал. Можно хоть на этом экранчике смотреть, или использовать его в качестве камеры на большом. Сейчас потом я батарейки возьму, там написано в инструкции, то есть мы вот открываем. Вот, у нас увеличение может быть до 270 на мониторе. То есть надо будет попробовать все это дело. Экран у нас 7-дюймовый, 4-мегапиксельный HD сенсор в нем. Вот такая вот инструкция, комплектация. В принципе, вот мы его собрали, все интуитивно, понятно было, без всяких проблем. И куда все подключается, ничего тут трудного нету. Да, вот зум, увеличение, все это делается. Инструкция на английском языке. И, соответственно, через пульт у нас вот есть настройки различные. Но это я потом еще подсниму, тогда еще как бы это. Так что, ребят, вот как-то так. Вот такой вот
интересный микроскоп. Все ссылки я приведу в описании на данный конкретно этот экземпляр. Если кому-то будет интересно, можете пройти, ознакомиться там по условиям приобретения, все остальное. То есть я им не занимаюсь, мне прислал производитель на обзор. То есть я продажами их не занимаюсь. Вот по ссылке смотрите, там все изучайте, а дальше думайте сами. Вот еще раз напомню, эта модель у нас Andon Star 407 Pro модель. То есть комплектацию, ну, говорю, вот все из коробки достали, и как бы очень удобненько можно пользоваться. Вот, попробовать под разными углами сделать освещение. Вот даже надписи, как они будут. Ну, двигаем, да, можно поиграться с светом. И, соответственно, вот фокусируется он за счет вот этой вот рифленой поверхности. Двигаем вот раз. И все. Опять же, ну там, если что-нибудь пропаивать, паять там, я не знаю. Я вот никак, я все время смотрю, пытаюсь на плат смотреть, не на экран, потому что я не могу так. Давайте попробуем, что у нас получится. Ну, паяем. Идет потихоньку пайка. Не, так не делал, конечно. Ну, в принципе, можно работать, но это нужно привычку иметь. Вот сейчас я сделаю увеличение. Посмотрите. Опять же, я не знаю, может светом поиграться. Вот так как-нибудь. Так, ребят, вот еще в пультик батарейки ставил. Смотрите, в принципе, вот по менюшкам, что тут у него есть. Вот. То есть меню, заходим, разрешение, Ультра HD 2024, Full HD и герцовка, да. Ну, давайте максималку поставим. Экспозиция. То есть можно настраивать качество картинки. Штамп времени можно поставить и даты. Так. Цвета. Да, в принципе, наверное, все. Тут вот смотрите, еще вот по функциям на пультике есть. Ну, вот это я не понял, что делает, особо ничего не влияет. Есть, короче, программно она яркость регулирует. Вот. И вот прикольная фишка получается, вот. Как она инвертирует цвета. Ну, нажимаем. Ну, в плане диагностики иногда бывает полезно осматривать, когда эти... Дорожки очень прям на контрасте выделяются. О, мой палец под микроскопом как выглядит. Соответственно, вот читать всякие надписи тоже в этом режиме удобно.
Такой, грубо говоря, вариант программной поляризационного фильтра. Он, конечно, в оптически немного по-другому выглядит, но как бы вот как бы нормально все читаемо. Чтобы вы понимали, это вот плата радиомодуля. Там SMD детальки все 0.1, 0.2, вот эти самые маленькие, которые. Так что вот как-то так. Вот такой вот. В плане вот дефектовки, осмотра, поиска косяков, очень такой, в принципе, прикольный приборчик. Можно искать косяки. Ну, а дальше уже это привычка каждого, то есть, как бы, кто... Ну, и плюс еще режим вот есть черно-белый, можно. Картинку делает. Это вот зеркальное отображение, хотя на кнопке ничего не написано. Переворачивает, короче, картинку на 180 градусов. Вот так нажимаем. Вот такой его функционал. Качество картинки очень хорошее, то есть вот на мониторе, если на большом экране смотреть, вообще супер видно все. И, как бы поле зрения, я вам так... вот увеличение тоже еще, смотрите, короче. Максимально тоже только в трехкратной делает она, вот как с менюшки, я думаю, больше будет. То есть это самые маленькие вот эти компонентики. Чтобы вы понимали, да? Я не знаю, вот из самого ходового тут ничего даже такого нету. Вот эти вот штуки более-менее вот похожи в этом модуле. Он сам модуль, чтобы вы понимали, 3 сантиметра где-то размером. Вот эти вот квадратики, вот эти вот, это вот что-то приблизительно вот эти вот рядом 0,4, 0,2, вот это вот элемент, то есть это вот все максимальное увеличение этого микроскопа. То есть все, больше он не прибавляет. На максимальном увеличении еще картинку можно подвигать, да. Вот так вот. На максимальном увеличении, то есть маленький чип. Все видно. Так что, ребят, делайте выводы сами. Вот такой вот микроскоп Andon Star 407 Pro. Идет вот все полностью. Вот комплектация с подставочкой, очень удобной. Я думаю, прибор будет больше простым автоэлектриком в плане поиска косяков, которые явно видно на плате. Для диагностики его больше применения. Потому что для серьезной работы, конечно, лучше оптический все-таки микроскоп применять. Так, ребят, короче, вот такой у нас получился обзорчик на микроскоп Andon Star 407 Pro. Вот, в принципе, вот так он еще раз выглядит в сборе. Вещь, в принципе, годная, как я вам могу сказать. То есть, как бы, рекомендовать покупки, как бы, имеет место быть. Вот, но надо учитывать, то есть, для чего вы его берете. То есть, как бы, хотя у меня есть несколько знакомых, я уже, несколько раз в видео сказал, что я просто не могу вот смотреть в монитор там или еще куда-то, не видеть, что я делаю. Я не могу вот так одновременно и туда, и туда. То есть в оптический микроскоп вы полностью абстрагируетесь, когда точные работы какие-то по пайке делаете. Вот под этими всеми любыми, не только он, а вообще любые вот эти там с камерами, которые надо смотреть в монитор, не знаю, я не могу так работать. Хотя я знаю людей, которые очень успешно как бы работают без проблем, с такой вот, то есть паяют, смотрят в мониторчик или на большой экран, вообще не глядя туда и могут. Я так не могу. Поэтому я, в принципе, изначально, когда даже, брал такой самый дешнянский какой-то, у меня, по-моему, даже где-то было там видео, такое себе, то есть, как бы, я сразу понял, что это не мое, я перешел сразу на китайца сначала, потом еще одного китайца мне прислали на обзор, и вот потом на лейку я перешел.
Вот. Но в плане, то есть, как бы это, если дело привычки, соответственно, это все денег стоит. Ну, китайский оптический сопоставим, наверное, по цене с этим. Вот. Но тут прям, во-первых, что очень прям порадовало, это, во-первых, встроенная подсветочка, надо себе прям потом что-нибудь придумать, еще клейкий дополнительный свет. Очень удобно, когда ну, вот, включаешь, да, и можешь сразу же поднастраивать под себя там под разными углами. Это на самом деле очень удобная фишка. Вот. Я его, например, больше рассматриваю, позиционирую в плане как микроскоп вот именно для дефектовки. Осмотр предварительно по-быстрому кинул под него, да. А еще лучше на большом телевизоре смотреть вот по HD. Там еще, ну, прикольнее смотрится. И какие-то мелкие огрехи бросаются в глаза прям нормально. Вот. Что вам еще сказать? Сделано все, в принципе, довольно добротно и качественно. То есть, как бы, ну, такая алюмишка, все, то есть крепко. Ну, для его веса, то есть этого более чем достаточно для всей этой канители. Вот, картинка, что на мониторе, что на встроенном мониторе, на внешней по HDMI, все прям очень качественно передает, без всяких помех, замыливаний. Вот, что вам еще сказать? Ну, вот, короче, я вам сказал свою позицию по этим всем вещам, а дальше как бы думайте сами. Вещь, в принципе, годная. Ну, для работы можно использовать, и если то есть кому-то. Но опять же, еще немаловажный фактор, он занимает довольно небольшое место. Можно вот так вот кусочек на столе выделил там, да, и когда нужно какие-то вещи под микроскопом, если со зрением все нормально, молодые и успешные, можете заниматься. Ну, так паять там в лупе хватает. Мне уже, например, уже, ну, я делал лазерную коррекцию зрения, да, сначала все было нормально, ну, сразу заметил после очков, то есть, да, я вот эти все мелкие вещи, раньше, то есть, было вот зрение -4, то есть, все фигово видел, да, но вблизи, даже хоть без очков мог вот какую-нибудь такую платку паять, там ножки все видел без проблем. Это я сделал коррекцию зрения когда? Наверное, уже лет 10 назад. И вот с тех пор, то есть, как бы уже, ну, я только вот, ну, либо сначала налобной лупой мог паять, или сейчас вот я без микроскопа вообще сейчас не представляю, как вот может что-то там работать. Сейчас тем более все такое мелкое пошло. Вот. То есть микроскоп постоянно использую. Вот. Что это, в принципе, будет хороший помощник в работе. Но, опять же говорю, тут надо с самим собой как бы найти компромисс. Я вот даже сколько вот уже попользовался, недельку уже с ним. Ну, не могу я себя заставить, то есть, как бы, у меня не получается скоординировать моторику рук мелкую, да, вот, когда смотришь туда, не глядя. Вот, мне надо именно вот в оптику смотришь, все там все четко получается. Ты абстрагируешься от всего, у тебя вот, ну, как бы продолжение твоих рук и глаз, вот ты смотришь и все делаешь. Там мельчайшие какие-то движения, ты, ну, все контролируешь. А так вот, обратная связь, короче, с небольшим лагом идет, когда так смотришь в картинку. Вот. Все ссылки тогда, если что, кого интересует, в принципе, в описании приложу. Вот. Этот микроскоп, сразу говорю, я не покупал. Мне его прислали на обзор. И как бы, но обзор как бы делаю непредвзято, потому что мне, в принципе, микроскоп, он как бы и даром, в принципе, не нужен, потому что у меня уже у меня оптических 3 штуки. Дома китаец, вон еще один китаец и лейка. Тоже с камерой, со всей фигней. Но опять же, у лейки вот камера меньше показывает, это вот поле обзора побольше будет, то есть вот в плане этой. Ну и увеличение не такое, мне кажется, крупное, как на лейке. Вот. Померить не могу более точно. Вот. Так что вот такой вот приборчик. Надеюсь, информация была полезна. Всем мира, всем добра, всем пока.